Моя мать не спала той ночью. Она плела корзину из тростника и промазывала ее смолой. Как будто от этого зависела жизнь. Потому что так и было. Фараон приказал убивать всех еврейских мальчиков. Она прятала меня 3 месяца. 3 месяца страха, когда любой звук за дверью мог стать последним. А потом утром она отнесла меня к реке, к той самой реке, где по приказу должны были умирать такие, как я. Я не помню этого момента, но я думал о нем всю жизнь. Моя сестра осталась сторожить, совсем одна, маленькая девочка против целого Египта. Для египетской знати Нил был местом очищения. Дочери фараона имели свои участки берега, охраняемые стражей. И однажды туда пришла она, дочь человека, который приговорил меня к смерти. Люди бы сказали случайность, но это не было случайностью. Бог уже видел, Бог уже действовал. Корзину заметили. Слуга пошла за ней. Говорят, я заплакал именно в тот момент, когда она открыла крышку. И это изменило все. Хочешь, я приведу еврейскую женщину, чтобы она выкормила этого ребенка? Приведи. Сестра побежала за матерью, а я уже возвращался домой, сам того не зная. Возьми этого ребенка и выкорми его для меня, а я заплачу тебе. Моя мать взяла меня на руки снова, уже во 2-й раз, но теперь с разрешения дочери фараона. Я рос в доме матери, говорил на ее языке, знал, кто я. Но настал день, когда ей пришлось отпустить меня снова. Я назову тебя Моисей, потому что я вытащила тебя из воды. Меня назвали Моисеем. Это имя звучало по-египетски «Мосе», сын, рожденный. Так называли и царей. Но моя мать знала другое значение — «вынутый из воды». Меня назвали египтянином, воспитали как принца, но я знал правду, и она никогда не исчезала.